Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Мы продолжаем с вами марафон похудения, и я всегда говорю о том, что важно не только изменить свое питание, но, естественно, самое главное – это разбираться с причинами, почему, из-за чего, да, по какому поводу у вас проблемы с пищевым поведением, с питанием, с едой, в общем, совсем, что связано с едой, у вас возникли. И в этом видео я поделюсь своим да нельзя личным опытом. Я вам расскажу про расстройство пищевого поведения, которое называется компульсивное переедание, и оно у меня есть. Возможно, оно у меня в ремиссии, или я просто научилась с ним жить. Честно, пока еще сама не могу подобрать термин, как это правильно обозначить, но самое главное, что с ним можно жить счастливо. Это на самом деле так. Сегодня мы с вами поговорим сначала в общем, да, то есть информацию, которую вы сейчас услышите, я взяла из открытых ресурсов. Это, естественно, Википедия и другие источники, которые вы можете найти на русском и других языках. Еще что хотела сказать. Для всех напоминаю, что у меня нет медицинского образования, но я похудела на 55 килограмм. Очень много людей уже снизили вес по моему методу, наладили свое пищевое поведение, да и жизнь в общем. Поэтому итак, начинаю. Как заподозрить у себя пищевое поведение? Что вас должно подтолкнуть к той мысли, что вы не просто супер обжора, а человек, у которого есть расстройство пищевого поведения? Сейчас я буду говорить и заодно расскажу, какие пункты были у меня и как они, да, выражались, что происходило со мной. Итак, первое, да, на поверхности, если компульсивное переедание, соответственно, не контролируете, что вы едите и в каких количествах едите. Этот пункт на самом деле проявляется у всех по-разному, потому что я не контролировала количество, потому что на моем опыте есть люди, которые, да, как, ну вот, натурально открывают холодильник и съедают все, что там есть, или там кладовку и так далее. Вот, я была более избирательна в том, что съесть, но количество я не контролировала. То есть я действительно могла съесть полторта или целый торт, то есть, ну, там, тазик оливье, ну, в разные абсолютно варианты, выпить там, полуторалитровую бутылку лимонада и так далее, то есть это было абсолютно привычным для меня поведением, и, честно, я не знала, что я могу, что я смогу, и мне понравится по-другому. Следующий момент – быстро поглощаете пищу. То есть, да, периодически кто-то, кто наблюдает, как вы быстро едите, может вам сказать: да что же за тобой там кто-то гонится, ты там так быстро забрасываешь в себя эту еду. Про это я уже, кстати, говорила, что я до сих пор ем быстро, быстрее всех, кто сейчас за нашим столом собирается. Но сейчас самое главное, да, это не добавлять себе еще порцию, потому что зачастую, когда вы быстро что-то съели, еще до центров насыщения информация не дошла, и хочется как бы поесть еще, хотя на самом деле вы съели хорошую такую порцию для взрослого человека. Поэтому с тем, что есть быстро, на самом деле можно жить, и я долго работала над этим, и в конце концов опытным путем я пришла, что лично мне в моем случае удобнее просто есть в привычном для меня темпе и вот, ну, естественно, только свою порцию. Для меня вот именно такое решение стало выходом, потому что сколько я ни старалась, не училась, как-то вот это растягивание такой еды для меня какой-то, ну, неестественный, что ли, процесс, поэтому дальше вот, чтобы как-то там супер медленно есть, у меня не получается, ем в ритме, в котором я привыкла, очень быстро. Следующий момент – это дискомфорт от переедания. То есть, когда количество
съеденной вами пищи настолько велико, что оно вам постоянно доставляет дискомфорт. И этот дискомфорт выражается в том, что у вас абсолютно нет энергии, хотя, казалось бы, да, ну, если утрировать, наоборот, вы так много съели, и у вас должно быть так много сил. Нет, это работает не так. Вы постоянно чувствуете себя усталыми, потому что на самом деле огромное количество вашей энергии, ваших жизненных сил тратится на то, чтобы просто обработать ту пищу, которую вы отправили в свой желудок. И, естественно, дискомфорт чисто, да, такой связанный с внешностью, потому что элементарно вы некомфортно себя чувствуете на каком-то узком сиденье. Это все, через что я прошла. Ну, про покупку одежды, это притча во языцах. И да, сейчас есть разделы плюс сайз и ну, в обычных магазинах, и в онлайн-магазинах. Но, скажем прямо, в одежде плюс сайз ты себя чувствуешь как в одежде плюс сайз. И это однозначно так. Плюс это дискомфорт, который выражается, когда ты задыхаешься, когда ты не можешь пройти какое-то количество там, пути, просто потому что тебе тяжело, после этого у тебя болят ноги. Ладно, не буду углубляться, в общем, вы поняли. Переедание, количество еды приводит вот к таким последствиям. Следующий момент. Это очень важный момент, который вы должны отметить, есть ли он у вас или нет. Это то, что вы едите, когда не голодны. То есть вы используете пищу не только по прямому назначению, как источник энергии, когда вы голодны, но и используете пищу как источник эмоций. Это то, что происходит с огромным количеством женщин, потому что я, например, да, вот сейчас из своей практики расскажу, я всегда по сладенькому, и мои вкусы, так скажем, много лет были очень узко очерчены. То есть я люблю выпечку, сладкую выпечку, все, что с этим связано, сладкие напитки, шоколадки, конфетки, какие-то пирожные, торты и так далее, и так далее. В общем, мармеладки, зефирки, все, что относится к этому. Вот. Но когда я начала заниматься личными консультациями, личным сопровождением, я отметила, что где-то у половины людей, которые ко мне обращаются, есть вот такая особенность, что они едят не только там соленую, да, там или мясную, или сладкую еду, а что они едят разные виды, ну, переедают, естественно, разными видами еды, которые имеют насыщенный вкус, потому что насыщенный вкус имеет не только сладкая еда, но и соленая, ну и, естественно, там какая-то мясная, да, там копченая, приправленная и так далее. Вот, то есть мы добавляем фактически своей жизни вкуса. То есть мы едим для того, чтобы наполнить свою жизнь какими-то эмоциями, ощущениями. Потому что зачастую не только эмоции положительные наполняют нашу жизнь, и мы по привычке ищем не всегда положительные эмоции. Это про что мы сейчас с вами поговорим дальше. Следующий момент — это то, что вы едите в одиночестве. Читайте мелким шрифтом, то есть втихаря. Я это делала очень много раз, потому что на самом деле стыдно, что ты толстая, и ты ешь еще одну шоколадку, и ты знаешь, что она сделает тебя еще толще. Не знаю, еще ограничения, да, еще более запертой в этом огромном теле. Ну, это самый такой простой пример. То есть я могла там по пути в садик, да, за дочкой съесть что-то, чтобы Сергей не знал, и так далее, и так далее. Ну, про подъедание детских подарков — это вообще классика, мне кажется. Вот, поэтому у меня это я это практиковала постоянно, потому что я и так много ела, но насколько много я ела, знаю только я, потому что были эпизоды, когда я что-то где-то себе там покупала в заведении быстрого питания и так далее, какие-то сладкие коктейли, и об этом, ну, никто не знал. Теперь вы знаете. Следующее. Это то, что после еды вы
вместо того, чтобы, да, продолжить свои дела и так далее, испытываете вину и непринятие себя. Это уже говорит о том, что у вас ваши отношения с едой выходят за рамки того, что проголодался, поел и пошел дальше. То есть у вас отношения с едой более, скажем так, глубокие. И это, я не знаю, как это назвать, это, ну вот, расстройство, да, то есть как бывают какие-то отношения с человеком нездоровые, и ты, да, там люди как-то мечутся и так далее, и вроде бы и вместе не очень, и уйти там не могу и так далее. И с едой вот у меня происходило то же самое. Я же не глупая, я же, да, прекрасно понимала, что мне там не ветром надуло, что я действительно много ем, того, что вообще не нужно есть, просто много ем. И, естественно, мой лишний вес у меня, потому что я много ем и много ем не того, что нужно есть. Я это прекрасно понимала, но это не отменяет того, что я много ела, это не отменяет того факта, что я много ела того, что совсем не нужно есть. И, естественно, вот этот порочный, да, круг, про который я много говорю, это то, что со мной было долгие годы. То есть я ела, испытывала вину, расстраивалась и снова ела. То есть если у вас из вышеперечисленного есть 3 симптома, то вы можете по классификации понять, что у вас есть расстройство пищевого поведения, которое называется компульсивное переедание. И это не видео о том, что, о боже, у вас компульсивное переедание, и все, что вы можете дальше делать, это расстраиваться, у вас же вот что. Нет, это просто видео про то, что для того, чтобы справиться с чем-то, вам нужно знать, с чем мы столкнулись, с чем вы столкнулись и с чем вам нужно работать. И это знание, честно, ну не самое приятное, что может произойти в вашей жизни, но тем не менее это один из ключей, один из путей к тому, чтобы расстаться с нездоровыми отношениями и максимально сделать их здоровыми, учитывая ваши особенности. Итак, что же вот вы сейчас прослушали эту часть, поняли вдруг, что ваши какие-то ощущения, эпизоды совпадают с тем, что было у меня, или, естественно, у вас, возможно, есть свой опыт, потому что сюда же добавляются эпизоды ночного переедания и так далее. То есть вариаций огромное количество. И что нужно сделать? И сейчас первое, что вы услышите, прозвучит парадоксально, но для того, чтобы привести свои отношения с едой в норму, нужно отказаться от диет. Это очень важно, и это действительно работает, потому что я долгие годы сидела на диетах и в итоге весила 120 килограммов, потому что диета – это еще одна разновидность нездоровых отношений с едой. И для нас это просто оборотная сторона нашего расстройства. Для тех людей, у которых есть компульсивное переедание, то мы компульсивно переедаем, то мы беремся за какую-то диету, понимаем, что это не для нас, опять начинаем есть и так далее, и так далее. То есть диета – это не инструмент, иначе бы все люди, которые имеют лишний вес, ожирение и другие проблемы со здоровьем уже, которые возникли из-за наличия этого лишнего веса и ожирения, давно бы сели на диету, которая подходит лучше всего именно им. Недаром диет огромное множество. И похудели бы, и не было бы людей с лишним весом. Так что это не инструмент. Следующее, то, что, я думаю, многих расстроит, но я вынуждена говорить правду, это то, что не нужно ставить своей целью быстрый результат. Это вообще не цель. И не только быстрый результат – это не ваша цель. И ваша цель не только похудеть, ваша цель – привести в норму, в равновесие ваши отношения с собой, естественно, и с едой.
Поэтому быстрое похудение здесь только вредит. Почему? Потому что, ну, я думаю, вы уже сами знаете почему. Потому что все мы быстро худели и точно так же быстро сброшенные килограммы возвращались, да еще периодически с друзьями, знакомыми и соседями. Итак, что еще нужно сделать, что очень важно сделать, это переоценить саму еду. И это не значит, что я сейчас вам скажу, относитесь к еде как к топливу, потому что на самом деле в получении удовольствия от еды как физического, так и эстетического нет ничего плохого. Проблемы начинаются, как и совсем, когда это становится единственным, да, удовольствием в вашей жизни и заслоняет от вас вообще эту жизнь. Потому что когда ты весишь очень много, когда у тебя ожирение, тебе не до жизни, тебе как-то бы проживать этот день. Вот, поэтому очень часто, да, я вот сейчас даже в меню на неделю в марафон включаю вкусные рецепты, ну, естественно, которые содержат сливочное масло, там, жирный творог, и мне пишут комментарии, макароны, да, это рис, белый рис, и мне пишут комментарии, что же у вас за диета? У меня абсолютно нет диеты, в том-то и фокус, в том-то и фишка, потому что давайте будем честными, ну, в большинстве случаев от того, что вы ели рис пачками, вряд ли кто-то растолстел, или кто-то ел, я не знаю, творог килограммами, или вы масло сливочное грызли тоже, из морозилки доставали, сгрызали пару пачек сливочного масла. На самом деле это не причина и не первая причина появления вашего лишнего веса. Но благодаря тому, что мы добавляем, возвращаем нормальную обычную еду в ваше питание, тем обычнее становятся ваши отношения с едой, и все налаживается. И еще очень важно, что так происходит намного меньше срывов, потому что ваш организм на самом деле получает все необходимые питательные вещества, и это просто замечательно. Поэтому не отказывайтесь от обычных, безопасных на самом деле продуктов. Следующий важный момент – это то, что преследует многих людей, у которых есть расстройство пищевого поведения. Это отказ от жесткого, в скобках даже жестокого контроля. И, естественно, самый жестокий контроль это контроль, который мы берем над собой сами. Потому что мы, когда мы в фазе диеты, да, мы там оцениваем каждую капельку масла, нельзя сковороду мазать маслом, там еще, ну, в общем, просто, да, что вот сейчас навскидку в голову пришло, потому что это важно. Это опять другая просто грань, потому что есть вот одна вершина, на которой вы едите все подряд в огромных количествах, и есть другая вершина, на которой вы себя там ругаете за какую-то каждую съеденную виноградинку и вообще говорите, что виноград есть нельзя при похудении. Вот. То есть, чем сильнее вы себя ограничиваете, это очень важно. Чем жестче вы себя ограничиваете, тем быстрее вся эта история закончится. И в конечном итоге ваше расстройство только еще усугубится. И вы будете в этом бесконечном круге крутиться достаточно долго. А это то, чего я совсем не хочу. Боня просто играл с микрофоном. Следующий момент – получать удовольствие от еды. Так, это тоже не запрещено, это как раз-таки то, о чем я говорила выше. То есть получать удовольствие от сервировки. И это тоже время включить ваш такой ритуал, потому что я, допустим, не сажусь за стол без тарелки для салата, я обязательно накладываю салат в салатник, использую салфетки и так далее, и так далее. То есть это добавьте ритуалов, не связанных только с потреблением, да, пищи, но и с тем, чтобы это все дело сервировать. Там какую-то посуду поставить, это все тоже приносит удовольствие и удовлетворение. Особенно, когда вы это делаете систематически, раз за разом, и ваш мозг
со временем как привыкает, учится это считывать как тоже удовольствие. И это на самом деле просто супер. И, конечно, учиться получать удовольствие от обычной пищи, от яблока, от воды, от чая, там, от ложечки меда. То есть это, казалось бы, просто, да, это просто яблоко, но у меня на самом деле на то, чтобы мне яблоко стало вкусно, ушло несколько месяцев, потому что мои вкусовые рецепторы были настолько забиты всеми теми сладостями, которые я ела до этого, что мне яблоки казались абсолютно безвкусными. И потом в комментариях многие также писали, что они не чувствовали никакого вкуса от фруктов, а теперь они для них стали очень сладкими, и для меня точно так же. Еще что важно, конечно же, это отслеживать чувство насыщения. Пытаться учиться, если вдруг вам хочется сделать перекус, опять спрашивать себя, голодны ли вы или вы хотите просто на работе попить с кем-то чай и кофе за компанию, или вы вот понервничали там на работе, дома, неважно, и вы хотите просто этот стресс заесть. Действительно ли вы голодны или вы сыты, но это, да, то, о чем мы с вами говорили выше, связано с не с голодом, а с какими-то эмоциональными проблемами. Дальше, что еще нужно делать? Это важно, это сложно, но эффективно. Отслеживать, что именно у вас вызывает эпизоды переедания. То есть на что именно вы реагируете, потому что все мы разные. Бывало у меня лично такое, что я приступом переедания реагировала не только на стресс, который вызван какими-то негативными, да, изменениями в жизни, а еще каким-то позитивным, хорошим событием, и на радостях тоже надо поесть. Поэтому отслеживайте все свои моменты и это важно, и говорите себе: "Это просто мое расстройство, я не хочу есть". И старайтесь переключаться. На что можно переключиться? Это следующий момент. Удовольствие от движения. И я опять вас не призываю бежать срочно в фитнес-зал, просто пройтись по улице, возможно, включить радио, YouTube или еще что-то, потанцевать, сделать какую-то зарядку, возможно, вам нравится йога или еще что-то, или вы будете пробовать и искать ту деятельность, которая нравится именно вам. То есть вариантов много, но движение нужно добавить в свою жизнь. Не просто для того, чтобы быстренько похудеть, а для того, чтобы у вас была отличная, полезная для здоровья привычка, и еще вы себя просто будете лучше чувствовать, а это очень сильно помогает в любом труде, тем более в таком серьезном, как наш, разобраться со своим пищевым поведением. И, конечно же, следующее: любить себя, уважать себя и понимать, что любить себя — это не кормить себя. Это важно и это сложно. И в такие моменты, вы знаете, мне помогал такой момент, что вы себя представьте своим ребенком. И вот если бы у вас был ребенок, у которого лишний вес, стали бы вы ему потакать и покупать еще одну шоколадку, еще одну газировку или еще что-то? Я думаю, нет. Я думаю, что каждая мать хочет своему ребенку здоровья, счастья, и это дело абсолютно никак не коррелируется с лишним весом. И тогда бы вы сказали: "Давай там я тебе куплю яблоко", как-то что-то бы придумали. И вот в такие моменты старайтесь к себе относиться так, потому что вам на самом деле нужна помощь. И у большинства из нас, чтобы помочь, есть вы сами, и это на самом деле работает. Поэтому попробуйте относиться к себе вот так, думать: а что бы я сделала, если бы это была не я, там, а моя дочка, да, грубо говоря, и там внучка, ну, не суть важно. Подумайте об этом, что бы вы хотели для своего родного близкого человека, потому что вы себе однозначно родной близкий человек. И что еще нужно? Конечно же, это пресловутая мотивация. Но мотивация — это
не платье в шкафу, да, до которого вы должны похудеть. Это не какая-то обложка журнала, где отфотошопленная модель смотрит на вас отфотошопленными глазами. Нет, ваша мотивация это долгая, здоровая, активная, счастливая жизнь, потому что за те годы, что я живу с расстройством пищевого поведения, успешно с ним уже, так скажем, существую, лучшей мотивации, честно, я для себя не нашла. Я надеюсь, что это видео было для вас очень информативным, полезным. Вы сделаете для себя выводы. А если вдруг вы у себя нашли 3 таких тревожных звоночка из тех, которые я перечислила выше, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Напишите вообще, были ли у вас эпизоды переедания, как, если у вас получается, или вы в начале пути, возможно, вам в этом помог уже марафон, или вы начали участвовать в первом марафоне, который был летом. Обязательно напишите ваши впечатления и не только удачи, какие-то, возможно, проблемы, с которыми вы столкнулись в комментариях, потому что наше сообщество позитивное, и знать то, что ты не одна такая, это очень помогает, это отличное подспорье, что мы все вместе и у нас все получится. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра.